Прекрасная погода. Этот выпуск будет посвящен чуду, в которое я не верил. А именно гелевый аккумулятор, который я убил тем, что подключил его без балансира, был реанимирован. Проверяем после всех наших манипуляций, что произошло с батарейками. Так. 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 Но все батарейки более-менее ровные. Пробуем их подключить в систему. Сейчас станция работает без аккумуляторов. Прямо с контроллера подается напряжение порядка 54 вольт прямо на инвертор. Видите, аккумуляторы разомкнуты. А на контроллер напряжение подается с ветряка и с поля солнечных панелей. 57 вольт идет на инвертор, и при небольшой нагрузке он может работать и без аккумуляторов. На улице есть ветер, ветряк вращается. Отключаем солнечные панели с инвертором и ветряком. Подключаем батарейки напрямую к инвертору. Батарейки подключены. На инвертор подается 50 вольт. На выходе 220. Аварии никакой нету. Свет работает. Это балансир на последовательно подключенные аккумуляторы. Да, он чуть больше, чем я ожидал по размеру. По картинкам он маленький. Балансир на 4 канала на 10 ампер. Подключаем балансир к нашей системе. Отдельно каждый канал. И очень важно не закоротить контакты. Очень аккуратно нужно. Это я для себя. Да. Будем надеяться, что это спасет положение. Я очень на это надеюсь. Так, ну что, балансирчик подключен. И что нам показывает система? А система нам показывает 48 вольт на аккумуляторах. И 220 в сети. Окей. Сейчас попробую подключить
солнечные панели. Посмотрим, насколько ровно будет идти заряд. И что мы имеем? Контроллер подключился, заряд пошел. Сейчас просто 8 часов вечера, и солнышка очень мало, хотя и лето. Значит, 49 общее напряжение на батареях. Для заряда это маловато, но тем не менее более-менее ровно. Заряд пошел. Напряжение еще не номинальное, аккумуляторы разряжены, но система работает, напряжение выдается. Пускай заряжается. Будем надеяться, что будет жить. Видео я не снял, как я реанимировал этот аккумулятор. Я вскрыл крышки, долил по 5 кубиков дистиллированной воды из ампул аптечных. Попробовал позаряжать 6-8 часов импульсами. Потом долил еще по 5 кубиков и еще импульсами. Потом параллельно подключил 12-вольтовую лампочку на 12 ватт параллельно на разряд. И параллельно импульсами подавал зарядное напряжение. После этого, после 8 часов такой процедуры, аккумулятор ожил и начал держать. Первый раз в этой практике, сколько я не пробовал реанимировать батарейки из УПСов, у меня такого не получалось. Эта батарейка ожила. Хотя, скорее всего, что емкость она, конечно, потеряла. Все, ждем, когда оно зарядится. Ну вот, батареи все заряжены. Напряжение подается. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Зарядная выдает 58 вольт. На аккумуляторах видать, чудо не произошло. Когда я увидел перенапряжение на одной из батареек, потерял дар речи. Естественно, чудо и не могло произойти при такой большой разбежности в емкости аккумуляторов. И балансир в этом не помог. Я решил перейти на более современный тип аккумуляторов, но об этом позже. Всем мира и добра.